Умирает женщина, и к ней приходит смерть. Женщина улыбнулась и сказала, что готова. «К чему ты готова?» – спросила смерть. «Я готова, чтобы Бог забрал меня к себе в рай», – ответила женщина. «А почему ты решила, что Бог тебя к себе возьмет?» – спросила смерть. «Ну как же, я столько страдала, что заслужила покой и любовь Бога», – ответила женщина. «От чего именно ты страдала?» – спросила смерть. «Когда я была маленькой, меня всегда несправедливо наказывали родители. Они били меня, ставили в угол, кричали на меня, словно я совершила что-то ужасное. Когда я училась в школе, мои одноклассники издевались надо мной и тоже били и унижали. Когда я вышла замуж, мой муж все время пил и изменял мне. Мои дети всю душу измотали мне. Когда я работала, мой начальник все время кричал на меня, задерживал зарплату, оставлял меня по выходным, а потом вообще уволил, не заплатив мне. Соседи сплетничали обо мне за моей спиной и наговаривали, будто я гулящая женщина, а однажды на меня напал грабитель, украл мою сумку и изнасиловал меня. «Ну а что ты сделала хорошего в своей жизни?» – спросила смерть. «Я всегда была ко всем добра, ходила в церковь, молилась, обо всех заботилась, тянула все на себя. Я испытала столько боли от этого мира, как и Христос, что заслужила рай». «Ну хорошо», — ответила смерть, — «я тебя поняла. Осталась маленькая формальность — подписать один договор и прямиком в рай». Смерть протянула ей листок с одним предложением, под которым нужно было расписаться. Женщина посмотрела на смерть, и словно ее окатили холодной водой, и сказала, что не может расписаться под этим предложением. На листке было написано: «Я прощаю всех своих обидчиков и прошу прощения у всех, кого обидела я». «Почему ты не можешь простить их всех и попросить прощения?» – спросила смерть. «Потому что они не заслужили моего прощения. Потому что, если я их прощу, это значит, ничего и не было. Это значит, они не ответят за свои деяния. А мне просить прощения не у кого. Я никому ничего плохого не сделала». «Ты уверена в этом?» – спросила смерть. «Абсолютно». «Что ты чувствуешь к тем, кто тебе причинил столько боли?» – спросила смерть. «Я чувствую гнев, злость, обиду. Это несправедливо, что я должна забыть и стереть из памяти то зло, что совершили по отношению ко мне люди». «А что, если ты их простишь и перестанешь испытывать эти чувства?» – спросила смерть. Женщина на какое-то время задумалась и ответила, что внутри настанет пустота. «Ты всегда испытывала эту пустоту», — сказала смерть. «И эта пустота обесценивала тебя и твою жизнь. А те чувства, которые ты испытываешь, придают значимость твоей жизни. А теперь ответь, почему ты испытываешь пустоту?» «Потому что я всю жизнь думала, что те, кого я люблю, и те, ради кого я жила, оценят меня. А в итоге они разочаровывали меня. Я отдала свою жизнь мужу, детям, родителям, друзьям, а они этого не оценили и оказались неблагодарными. Перед тем, как Бог попрощался со своим сыном и отпустил его на землю, он произнес ему напоследок одну фразу, которая должна была помочь ему осознать жизнь в себе и себя в этой жизни. «Какую?» – спросила женщина. «Мир начинается с тебя». Что это значит? Вот и он не понял, о чем это ему сказал Бог. А это о том, что за все, что в твоей жизни происходит, ответственность несешь только ты. Страдать тебе или быть счастливой выбираешь ты. Так объясни мне, кто именно тебе причинил столько боли? Получается, я сама себе? Дрожащим голосом ответила женщина. Так кого ты не можешь простить? Себя? Плачущим голосом ответила женщина. Простить себя – это значит признать свою ошибку. Простить себя – это значит принять свое несовершенство. Простить себя – это значит открыться для самой себя. Ты причинила сама себе боль и решила, что в этом виноват весь мир, и они не заслуживают твоего прощения, и ты хочешь, чтобы Бог принял тебя с распростертыми объятиями? Ты решила, что Бог похож на мягкотелого глупого старика, который откроет двери для глупцов и злобных страдальцев? Ты думаешь, что Он сотворил совершенное место для таких, как ты? Вот
Когда сотворишь свой собственный рай, где в первую очередь тебе, а потом и остальным будет хорошо, вот тогда и постучишь в двери небесной обители. А пока Бог дал мне указание отправить тебя снова на землю, чтобы ты научилась создавать мир, в котором царит любовь и забота. А тот, кто не может позаботиться о себе, живет в глубоком заблуждении, что он может позаботиться о других. Знаешь, как Бог наказывает женщину, которая себя считает идеальной матерью? «Как?» – спросила женщина. «Он посылает ей детей, чьи судьбы ломаются на ее глазах». Я поняла. Я не смогла сделать своего мужа любящим и преданным, не смогла детей вырастить счастливыми и успешными, не смогла сохранить очаг, где были бы мир и гармония. В моем мире все страдали. «Почему?» – спросила смерть. «Я хотела, чтобы все меня жалели и сострадали, но никто так и не пожалел меня, и я подумала, что Бог меня точно пожалеет и обнимет. Запомни, что самые опасные люди на земле – это те, кто хочет вызвать в себе жалость и сострадание», – сказала смерть. «Их называют жертвами. Ваше самое величайшее невежество заключается в том, что вы думаете, что Богу нужна чья-то жертва. Он никогда не впустит в свою обитель того, кто кроме боли и сострадания ничего не познал, ибо эта жертва будет сеять боль и сострадание в его мире. Отправляйся обратно и научись любить и заботиться о себе, а потом и о тех, кто живет в твоем мире. А для начала попроси у себя прощения за невежество и прости себя за это». Женщина закрыла глаза и начала путь заново, но только уже под другим именем и у других родителей.